Королевский торт без муки. Хочу познакомить вас с невероятным рецептом королевского торта, приготовленного без муки. Тортик получается очень интересным и необычным, безумно вкусным, воздушным и нежным, с большим количеством орехов и в нем нет ни грамма муки. Для приготовления нам понадобится десяток яиц, при этом для коржа мы будем использовать белки, а для крема желтки. На первый взгляд можно предположить, что тортик небольшой, но по весу он выходит около 1 килограмма 300 грамм, хватит на 8-10 человек. Готовится он несложно и недолго, попробуйте обязательно. Ингредиенты. Для коржа. Белки сырых яиц 10 штук. Сахарная пудра 240 грамм. Крахмал картофельный 2 столовых ложки. Орехи грецкие, ядра, 300-400 грамм. Для крема. Желтки сырых яиц 10 штук. Сахарная пудра 1,60 грамм. Какао-порошок 2 столовых ложки. Коньяк 1 столовая ложка. Молоко 100 мг. Ванильный сахар 1 пакетик. Масло сливочное жирностью 82% 200 грамм. Шоколад черный, орехи грецкие для украшения. Печенье песочное, для обсыпки боков торта, 4-5 штук. Этапы приготовления. Для приготовления теста для коржа охлажденные сырые белки взбить миксером до пены, далее, добавляя частями сахарную пудру, продолжить взбивать их до устойчивых пиков, для этого понадобится минут 5-7. Сверху посыпать взбитые белки крахмалом и аккуратно его вмешать лопаткой, или ложкой, в белковую массу. В 3 захода всыпать немного измельченные грецкие орехи, каждый раз вмешивая их в белковую массу. Орехи лучше предварительно обжарить. Тесто для королевского торта без муки готово. Противень застелить пергаментной бумагой, желательно силиконизированной или просто хорошего качества, выложить тесто и равномерно размазать его по всему противню. Выпекать корж в разогретой до 180 градусов в духовке около 20-30 минут, верх коржа не должен липнуть. Дать коржу немного остыть и, пока он теплый, разрезать его на 3 равные части, пергамент удалить. Все части коржа полностью остудить. Для приготовления крема 10 сырых желтков поместить в глубокую миску, всыпать сахарную пудру. Взбить желтки с сахарной пудрой до однородности миксером. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить молоко. Полученную смесь поставить на небольшой огонь и при постоянном помешивании довести до кипения, не кипятить, и загустения. Масса должна получиться, как жидкая сметана. Заварную массу оставить до полного остывания, она немного загустеет, периодически перемешивая, чтобы не образовалась пленка сверху. Размягченное масло взбить миксером до побеления, далее, продолжая взбивать, добавлять понемногу заварную смесь. Затем всыпать просеянный какао-порошок, добавить ванильный сахар и влить коньяк. Крем перемешать до однородного состояния и цвета. Он получается воздушным и очень вкусным. Смазать кремом все 3 части коржа, складывая их друг на друга. Бока и верх также смазать кремом. Крем на торте максимально нужно выровнять. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера и обсыпать им бока торта. Шоколад растопить, остудить и украсить им верх торта. Также для украшения пойдут и орехи. Затем королевский тортик отправить в холодильник на 4-5 часов. Невероятно нежный, интересный,
Необычный и очень вкусный королевский торт, приготовленный без муки, можно разрезать и подать к столу. Приятного аппетита!